Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила сюжет об украинских беженцах в Европе и, в частности, в Финляндии. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. По данным Евростата, в ЕС больше 4 миллионов украинских беженцев. Чем темнее цвет страны на карте, тем больше там беженцев в пропорции к количеству населения. К концу сентября 2024 года среди украинцев, бежавших в Европу, 60,5% составляли женщины, а 39,5% – мужчины. Среди детей до 18 лет украинских мальчиков и девочек было почти поровну. Всего их треть среди всех бежавших. Среди взрослых старше 18 лет женщин было больше, чем мужчин. Четверть всех получивших временную защиту украинцев составляли женщины в возрасте от 35 до 64 лет. Людей старше 64 лет среди украинцев, бежавших в Европу, было только 6% на конец сентября прошлого года. Само название «статус временной защиты» указывает на его временный статус. Его невозможно продлять бесконечно, поэтому Европейский Союз задумался, что делать дальше. Никто не знает, что же делать с украинскими беженцами, которым Евросоюз выдал временную защиту. Когда разрабатывали статус временной защиты, то забыли предусмотреть выход из него. И теперь европейцы сидят, руками водят, ногами сучат, думают, что делать. 13 июня 2025 года Совет ЕС единогласно поддержал предложение о продлении временной защиты для миллионов украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Это решение является продолжением директивы о временной защите, которая была активирована в марте 2022 года. То есть, слушайте внимательно. Решение принято не о продлении временной защиты, нет. Принято решение о поддержке предложения о продлении временной защиты. О как! Условия временной защиты остаются пока неизменными. Украинцы продолжают пользоваться правами на проживание, на доступ к рынку труда, на медицинскую помощь, на социальное обеспечение и доступ к образованию для детей. ЕС также обсуждает стратегию для скоординированного перехода из этого статуса, когда условия позволят. Вариантов, в общем-то, два. Для тех украинцев, которые интегрировались в европейское общество, выучили язык, нашли работу, получают образование, будет предложена возможность получения видов на жительство на основании работы, образования или статуса долгосрочного резидентства. Для тех, кто не вписался в европейский рынок, будут созданы специальные программы добровольного возвращения домой в тесной координации с украинскими властями. Цель этих программ – обеспечить постепенное и безопасное возвращение домой после завершения временной защиты. Европейская комиссия планирует назначить специального посланника по вопросам украинцев в ЕС, чтобы координировать этот процесс. Предлагается создание Unity Hubs – многофункциональных информационных центров, которые будут способствовать как интеграции беженцев в странах ЕС, так и их возвращению домой, на Украину. Финансирование этих центров предполагается из Фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Страны, члены ЕС, будут продолжать обмениваться информацией, чтобы обеспечить стабильность и поддержку украинским беженцам в краткосрочной перспективе, одновременно разрабатывая долгосрочные стратегии для их интеграции или безопасного возвращения. Магнус Бруннер, комиссар ЕС по внутренним делам, подчеркнул, что все возвращения будут добровольными, а прекращение действия временной защиты станет решением, которое будет принято совместно с государствами ЕС и Украиной, когда у нас будет стабильная ситуация. Переведем на обычный человеческий язык. Европа приютила миллионы украинцев, бежавших от войны. Молодцы? Конечно. Справедливо? Да. Гуманно? Безусловно. Но тут начинается
моральная эквилибристика. ЕС говорит, мы просто временно приютили людей, это не иммиграция, а гуманитарная помощь. Но пусть живут, раз уж прижились. И теперь вопрос, который задает Украина. Если вся молодая, активная часть Украины осядет в Европе, то кто потом будет поднимать разрушенную страну? Немного неловко, правда? И ЕС придумал для этого красивую формулировку «Unity Hubs». Типа, пусть украинцы из Европы ездят на разведку домой, присматриваются, не пора ли вернуться? А потом, возможно, мы им предложим программу возврата с бонусами и цветами. Но пока что возвращаться хотят единицы. Остальные ищут работу, жилье и стабильность в Европе. И вот тут у ЕС двойственная роль. С одной стороны солидарность, а с другой, 2 пишем, 3 на ум пошло. Экономическая выгода. Украинцы закрывают дыры на рынках труда в Европе, но одновременно размывается ресурс для восстановления Украины. Про ценный ресурс в виде молодых красивых женщин я даже не упоминаю, им везде рады. Что думают сами украинцы в Европе? Возвращаться особенно никто не собирается. Многие украинцы живут здесь уже по 3 года, прижились, получили жилье, дети пошли в школу, кто-то устроился на работу и назад не рвутся. По данным масштабного опроса, проведенного в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии, лишь 9% украинцев заявили, что собираются вернуться домой после окончания войны. Но обещать не значит жениться. Молодежь и семьи с детьми возвращаться не хотят. Причины? Почти никто не верит в настоящий мир. Города разрушены, жилье отсутствует. Сложно вернуться в старую жизнь. И, как ни странно, боятся быть осужденными теми, кто остался на Украине и пережил войну там. Половина родителей переживает, смогут ли дети адаптироваться на Украине после нескольких лет в другой стране и школе. Если молодые не хотят ехать на Украину, то про пенсионеров и говорить нечего. После жизни в Финляндии украинская пенсия в 50 евро навряд ли станет стимулом к возвращению на родину. Тем временем на Украине мовнюки атаковали Верку Сердючку, Андрея Данилко. Уполномоченный по защите державной мовы какой-то Тарас Кремінь написал в полицию донос на Андрея Данилко, потому что на концерте 13 июня в Киеве он исполнил несколько песен на русском языке. Более того, зрители активно подпевали. Это ж прям диверсия. Они смеют петь на русском языке. Наверное, беженцы из русскоязычных регионов Украины, наблюдая все это из Европы, вдохновляются вернуться на Украину. Вот прям разбежались. А что думают финны по поводу украинских беженцев? В Финляндии сейчас имеют временную защиту около 62-65 тысяч украинцев. Точное число назвать трудно, так как и постоянно идет движение. Одни сюда, одни отсюда. Часть людей уезжает куда-то, другая часть приезжает. Финляндия, разумеется, поддержала решение о поддержке предложения о продлении временной защиты до марта 2027 года. И на практике это значит, украинцы, имеющие статус временной защиты, могут и дальше жить, работать и учиться в Финляндии. Но при этом у финских властей собственные заботы. За 3 года в страну приехало более 65 тысяч украинцев. Это крупнейшая миграционная волна в современной истории Финляндии. Ситуация на рынке труда очень печальная, особенно в маленьких городках, где не хватает госфинансирования даже на субсидированные рабочие места. Поэтому в Финляндии тоже обсуждают, что делать, кого оставить, кого вернуть, кому выдать финский вид на жительство. Пока ответов нет, но подготовка идет. Например, Мигри уже расширяет отделы, которые занимаются украинцами. С июня 2025 года Мигри тестирует новый центр приема, специализирующийся на содействии возвращению, так называемый центр возвращения. Он будет предлагать расширенные консультации по возвращению и поддержку в организации отъезда беженцев, в том числе украинцев.
А на уровне местных властей начинают разрабатывать переходные программы для украинцев и для интеграции, и на случай возвращения. При этом звучат тревожные сигналы. В правительстве есть силы, которые хотят жестче регулировать миграцию. Не против украинцев конкретно, но общий настрой такой. Дольше 3 лет ждать трудоустройства не будем. Вариант «работы нет, чемодан, вокзал» вполне обсуждается. А значит, украинцам в Финляндии стоит быть готовыми к 2 вещам. Либо закрепиться здесь и получить статус на новых основаниях, либо заранее подумать о возвращении домой. Особенно, если временная защита не будет продлена в 2027 году. Так что решение Евросоюза – это пока облегчение, но временное. Но мы же знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Музыка – один из моих любимых способов изучать русский язык. Единственная проблема – это то, что я часто не понимаю, о чем песни, и пою то, что слышат мои испанские уши. Например, песня «Просвистела» ДДТ для меня будет вечно и навсегда распиздела. Вот. Просто когда я впервые услышала ее, я была уверена, что Чепчук поет «распиздела». И так и осталось, пока однажды в общаге не пела ее такая от души прямо «распиздела и упала на столе». И все мои друзья такие: «Нурия, ты что поешь?» Если честно, я до сих пор слышу «распиздела». Ну реально. Он точно не поет «просвистела». Мне все равно, что вы там говорите. Конечно же, если читаю текст песни, то могу правильно спеть, но для меня песня такая. Распиздела и блин, пала на столе, чуть поела и солила мой пуре странные песни, поэтому нам ничего не понять, мир так тесен, надо всех всегда внимать. У меня такое ощущение, что когда Чепчук сочиняет песни, он просто пишет рандомные слова на листочках, а потом бросает их наверх, и как упадет, то так и будет песня. Потом добавляет осень, небо, ветер, и все. Шедевр. Еще я не умею произносить его фамилию. Для меня он Чепчук, а не Шефчук. Если стараюсь, то могу, но очень сложно. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!